Рада всех приветствовать на канале. Наконец-то я смонтировала ролик о полном цикле пеларгонии зональной, начиная от сбора семян и их посева, заканчивая цветением и обрезкой. Ограничения по времени посева пеларгонии нет. Сеять ее можно практически круглый год. Но при посеве в весеннее время или в конце зимы зацветет она уже этим летом. То есть от посева до цветения проходит где-то в среднем 4-5 месяцев. У меня же со сроками все получилось как-то совсем нестандартно в этот раз по ряду причин, но об этом расскажу чуть позже. 4 семечка посеяла из магазинной упаковки. Семена специально обработаны, сложностей при посеве никаких не возникает обычно, всходит хорошо и быстро, высевается во влажную почву на глубину не более 1 сантиметра. Во второй стаканчик посею семена, собранные собственноручно со своего растения. Это пеларгония, одна из моих любимых, сорт Like. Она очень охотно завязывает семена, но эти цветки, конкретно эти, я ничем не опыляла. Семена завязались в результате самоопыления. Мои пеларгонии весь летний сезон находятся на открытом воздухе, и пчелки и другие насекомые-опылители теоретически могли опылить их пыльцой с другого растения, с другой пеларгонии, и тогда можно было бы ждать каких-нибудь неожиданных результатов. Но чаще опыление происходит пыльцой с этого же цветка, с этого же растения, и при таком способе получить что-нибудь необычное, ультра красивое, шансов, конечно, мало. Но тем не менее я время от времени собираю такие семена и сею их. Это интересно, познавательно, увлекательно. Собранные летом семена можно уже в этом же году, осенью или зимой, посеять и к лету получить новые кустики. Для выведения новых сортов, получения каких-то необычных красивых растений, цветки одного сорта опыляются пыльцой с другого растения. И потом уже производится отбор после цветения этих уже новых растений. Если будет что-то исключительно выдающееся, то такие растения оставляют и далее размножают уже вегетативным способом, то есть черенками. У меня уже есть семена с растений, которые я искусственно опыляла, но я их еще пока не посеяла, и будет ли там что-то интересное, я еще пока не знаю. Но вообще занятие очень увлекательное. Если у кого-то есть время, возможность, поэкспериментируйте, попробуйте. Это очень интересно, затягивает. Вообще мне очень нравится сеять семена пеларгонии, потому что сеянцы сразу получаются крупненькие, толстенькие, хорошенькие. И одно удовольствие наблюдать за тем, как они развиваются. Вот эти листочки малюсенькие, но уже прям такие гераниевые, пеларгониевые, ни с чем их не спутаешь. До пикировки, то есть до примерно месячного возраста, весь уход за сеянцами сводится к своевременному поливу, ну и, конечно же, желательно им предоставить солнечное светлое место, для того, чтобы растения сразу формировались крепкими, не вытянутыми, с короткими междоузлиями. Говоря о своевременном поливе, я не имела в виду, что грунт должен быть постоянно влажным или мокрым. Пеларгонии, хоть взрослые, хоть малюсенькие сеянцы, лучше перенесут кратковременную пересушку, кратковременную засуху, чем систематический залив. Не любят они переувлажнения, поэтому его стараться нужно избегать. Свои пеларгонии я поливаю после почти полной просушки грунта, особенно в стаканчиках. Стаканчик почти невесомым становится, грунт на вид абсолютно сухой. Ну, какая-то микровлага, конечно, в нем есть, но невооруженным глазом ее не заметить. Только после этого я их поливаю. Сейчас грунт такой влажный, потому что я полила его обильно перед пикировкой, для того, чтобы легче распутать корешки. Обычно такой влажности я не допускаю. После того, как растения приживутся, окрепнут после пикировки, нужно смотреть на их состояние. Если они очень активно и бодро растут, хорошо набирают массу, то тогда их нужно начинать подкармливать комплексным удобрением. Если прирост вялый и растения не слишком-то быстро и хорошо растут, то тогда и удобрения им не помогут, только наоборот навредят. Примерно в это же время, когда появится выраженный стволик, верхушку растения нужно прищипнуть для того, чтобы пошли боковые побеги и кустик стал пышненьким.
Из покупных семян проклюнулось 2 семечка, а из своих сначала 2. Вот они с красноватыми листьями сразу отличаются. Этот признак они унаследовали от родительского растения. Пеларгония лайк имеет ярко выраженный рисунок. Позже, когда я уже ничего не ждала, проклюнулось еще одно семечко. Листики его не похожи ни на тот, ни на другой сорт, поэтому что за семечко проклюнулось, я не знаю. Всего получилось 5 штук. К этому времени наступила у меня самая горячая пора, и бедные сеянцы я, можно сказать, совсем забросила. Полив от случая к случаю, листочки постепенно высыхали, опадали, потеряли растеница много листьев. Конечно, они давным-давно должны были быть пересажены в более просторную тару, но показываю как есть. Сеянец, которому я прищипнула макушку, дал боковой побег один, и теперь вы видите 2 стволика. Если бы растения нормально развивались, то эту процедуру можно было бы сделать уже еще один раз, и было бы минимум 4 побега. Не знаю, по какой причине я не проделала то же самое с остальными кустиками. Видимо, не было подходящего случая, чтобы зафиксировать все это на камеру и уместить потом в ролик. И чтобы окончательно не загубить растения, потому что посади я их в литровые или в пол-литровые горшки, я бы поставила их куда-нибудь в уголок, и при нашей летней жаре раз-другой забыла бы полить, и растения погибли. И с другой стороны, в обычные горшки я их тоже не хотела высаживать, чтобы не спутать с остальными своими пеларгониями, которых у меня очень много. А я все-таки хотела дальше продолжать освещать их развитие, чтобы показать вам. Поэтому пересадила их в общий большой горшок, поставила его на виду для своевременного полива до того момента, когда заношу осенью все свои пеларгонии в дом. Своевременного цветения от замученных в самом детстве кустиков тоже ждать не приходилось, и зацвели они только к осени. Итак, в начале своего развития кустики не получили своевременной прищипки, формировки по причине моего безответственного к ним отношения, а летом я намеренно не укорачивала побеги, не формировала их для того, чтобы не отодвинуть цветение, так как именно оно, цветение, определяет дальнейшую судьбу кустиков. Я бы занесла на зимовку только по одному кусту каждого сорта, а могла и ничего не заносить, если бы цветки оказались невзрачными и недостойными внимания. В моем же случае на зимовку переместились все 5 сеянцев в одном горшке, но зато всю зиму восхищали меня яркими, очаровательными, огромными шапками цветов, правда на долговязых ножках. Горшок с пеларгониями находился в очень светлом и довольно прохладном помещении, поэтому растения чувствовали себя великолепно и цвели, не переставая всю зиму. Наконец наступила долгожданная весна, но даже и тут я умудрилась пропустить все сроки, обрезки, формировки, которую хотела вам заодно показать. Все свои остальные пеларгонии я давным-давно обрезала, сформировала, и они уже давным-давно дали молодые побеги. А до этой все не доходили руки, потому что просто обрезка и обрезка со съемкой – это абсолютно разные вещи. Затрачивается дополнительное время, нужны какие-то еще условия, и поэтому откладывается. Завтра сниму, завтра покажу, завтра сделаю. Таким образом упускаются все мыслимые и немыслимые сроки. Поэтому оправдываюсь перед вами и прошу не обижаться, когда вы просите что-то показать. Я обещаю не затягивать, показать это в ближайшее время, но могу затянуть, а могу и вовсе не показать. Итак, возвращаемся к обрезке. Оставляю пенечки 5-6 сантиметров, остальное срезаю, несмотря на то, что все побеги в цветах и в бутончиках. Для этой процедуры самое оптимальное время – начало весны, когда световой день начинает увеличиваться и большинство растений трогается в рост. Самое время для того, чтобы их формировать, получить новые побеги, в результате пышное растение. Эти долговязые побеги ни в коем случае нельзя оставлять. Сейчас они облиственны довольно, в листочках, вон даже молодые побеги пошли. Но потом, по мере старения куста, нижние листья будут опадать, в результате получим голые ноги долговязые и листики и цветы на их верхушках. Погода тоже внесла коррективы в мои планы. Сейчас я хотела разделить эти кустики и высадить их сразу на то место, где они будут расти все лето. В большие кашпо, я вам их уже показывала, на 60 и на 80 литров. Я высаживаю туда 8-10 пеларгоний, и получается все лето цветущий большой куст.
Я могла их высадить туда прямо сейчас, если бы погода стояла стандартная, обычная. Но у нас ни с того ни с сего вернулась зима, похолодание, поэтому мне придется их посадить пока во временные горшочки. Кончики длинных корней нужно подрезать для того, чтобы они не загибались кверху при посадке в новые неглубокие горшочки. Если посадка производится в глубокие горшки, то корешки можно и не подрезать, если они будут полностью умещаться в кашпо. Сажать обновленные растения я буду в свежую землю, в питательную. На улице довольно сыро, поэтому мне не хочется идти за огородной землей. Сажать буду в полностью готовый покупной грунт. Если была бы земля огородная своя в запасе, тогда смешала бы 50 на 50. Вот уже на постоянное место, на постоянное летнее место, я буду высаживать пеларгонии в огородный грунт, потому что слишком рыхлая и легкая почва им и не нужна. Дополнительно уменьшаю земляной ком и укорачиваю корешки для того, чтобы они спокойно уместились в эти небольшие горшочки. Верхушечные черенки обрезанных побегов укореню, даже не буду брать для этого отдельные стаканчики, укореню в общей таре и потом все это вместе высажу в один большой горшок. И то, что сейчас укореняю, и то, что уже пересадила в горшочки. Весной все эти процессы происходят очень быстро, и укоренение черенков, и отрастание новых побегов на обрезанных кустиках. Через пару минут увидите, что они уже проклюнулись, эти новые побеги, спустя неделю. А у меня на сегодня все. Прощаюсь с вами. Всем всего наилучшего, здоровья и до новых встреч.